Диана сидела напротив зеркала и подводила ресницы, широко открыв большие голубые глаза. Ее длинные каштановые волосы, еще мокрые после утреннего душа, рассыпались по плечам и заканчивались чуть ниже небольшой груди. В зеркале кроме Дианы отражалась часть шкафа, а также большая двухспальная кровать, к забыльце которой был привязан парень. В глазные яблоки были вставлены крюки на цепочке, которая тянулась до самого потолка. Из уголка рта тонкой струйкой текла кровь вперемешку со слюной. Грудная клетка была раскрыта, как гаражные ворота, демонстрируя внутренние органы. Легкие парня лежали на его коленях, а в сердце, висевшая на мышцах и артериях, была воткнута ручка. Диана с детства демонстрировала крайнюю жестокость. Когда ей было 3, родители принесли домой котенка и дали в ее маленькие ручки. Они отвернулись лишь на миг, чтобы взять фотоаппарат, но этого было достаточно. Девочка взяла котенка 2 руками и вывернула в разные стороны, ломая хребет. И то чувство, когда умирающий котенок бился в агонии, она не забудет никогда. Как волна блаженства растекалась по всему телу и поглотила девочку с головой. Пока она росла, то много экспериментировала над бродячими котами и собаками. Они доверчиво шли за ней в надежде на сытный обед. Их потом находили в разных частях парка, всегда без шкуры и внутренних органов, с отрезанными мордами и лапами. Когда у родителей появился еще один ребенок, Диана возненавидела его всем своим черным сердцем. Когда они не видели, она больно щипала его, оставляя на маленьком теле большие кровавые синяки. А потом, стоя с ножом в подвале, вырезая почки из тела собаки, она слышала, как наверху, на кухне, ссорятся родители из-за синяков, и представляла, как она разрезает тело еще живого ребенка. Со временем убийства животных больше не приносили ей удовольствия, сколько бы она ни резала и не расчленяла. Никак из головы не могла прогнать мысль о ребенке, которого она держит за шею, крепко ее сжимая, как малыш пытается кричать, но передавленная трахея не дает этого сделать. Как вылазят из орбит маленькие детские глаза, как она поддевает глазное яблоко ножом и выдергивает его вместе с нервными окончаниями, как маленькое сердце перестает стучать, а тело покрывается трупными пятнами, как она достает маленькие почки и такую же печень, слаживая все в пакет. Диана возвращалась домой из школы, перешла по пешеходному переходу улицу и повернула направо к большому торговому центру, который находился возле парка. В этом центре продавали все, от спичечного коробка до большого комбайна для уборки урожая. Диана проходила возле бутиков с детской одеждой, смотря как мамочки и папочки со своими малышами снуют взад и вперед, примеряя нарядную одежду. Она заметила малыша лет 4. Он топал сам по себе вдоль ряда с детскими игрушками. Диана следила, как он рассматривает витрину с большими машинками, не обращая внимания на то, что родителей нет рядом. На трясущихся от волнения ногах она направилась к нему. Красивые машинки? Спросила Диана. Угу. Утвердительно замахал головой малыш. Пойдем, я покажу тебе другие, еще больше. И дам конфету.
Малыш в нерешительности стал озираться вокруг в поисках родителей. И не найдя никого, собрался уже заплакать. Но Диана достала из рюкзака огромную сладкую конфету на палочке и протянула ее малышу. Грусть на детском лице вмиг испарилась. Он с радостным видом протянул к ней ручку. Но Диана, спрятав сладость назад в рюкзак, схватила его за руку и направилась к выходу. Затем они вышли из центра и направились в парк. Возле пруда с лилиями и лебедями стоял старый магазин с заколоченными окнами и дверями. Диана иногда притаскивала сюда пойманных на улицах города животных. Она помогла малышу пролезть между досок, а потом пролезла и сама. В воздухе стоял запах гниения. На вопрос малыша, где машинки, она ответила, что они за углом, а сама, отложив рюкзак в сторону, достала под доской большой кухонный нож. Когда она повернула за угол, малыш стоял посередине бывшего торгового зала с витринами, озираясь вокруг большими от ужаса глазами. На каждой полке лежала отрезанная собачья голова. В пасти у каждой лежали уже высохшие сердца. Она подошла к малышу и схватила его за волосы и прямо на ухо прошептала: И для твоей головы здесь найдется полка. и, навалившись всем телом, начала бить головой об пол. Затем, повернув на спину потерявшего сознание малыша, она сделала надрез от печени к легким вдоль ребра. От дикой боли малыш пришел в себя, пытаясь закричать. Но Диана, развернув нож, несколько раз ударила по губам рукоятью. Несколько зубов сломались. Их подхватывала кровь из разбитых носа и губ, перекрывая дыхание. Малыш быстро-быстро задергал ручками и ножками, а потом затих. Диана с уверенностью опытного хирурга вскрыла брюхо и вытащила оттуда желудок с кишками, а потом аккуратно вырезала почки, печень и легкие. Затем отрезала голову, поставила ее на одну из свободных полок. Диана положила обратно нож и достала из большого пакета чистые вещи. Переодевшись, она сложила свои грязные, перепачканные кровью платья и колготки в другой пакет и снова пошла к торговому центру. Здесь находилась большая постирочная для малоимущих. Диана всегда приходила сюда на стирку после очередного дела, как она это называла. С исчезновением ребенка в прессе поднялась большая шумиха. Родители не отпускали детей одних, а на улицах вышли на патрулирование большие отряды полиции. Несколько месяцев Диане пришлось сидеть тихо, но как она страдала. У некоторых есть зависимость от курения, у других от алкоголя. У девочки была зависимость другого рода. Удовольствие от жизни она получала, когда теплая кровь растекалась по ее пальцам, как она забрызгивает лицо, стекая по щекам, капая на плечи, как она крепко сжимает нож в одной руке, а еще горячее, бьющееся сердце в другой. Она сидела возле дома на качелях, представляла, что она снова в заброшенном магазине возле пруда, снова крепко сжимает в руках детскую шею, снова режет ножом маленькую голову. Она сидела с закрытыми глазами, а из краешка губы стекала струйка слюны и капала на плечо. Из мысли ее выдернул глухой удар об крышу, и что-то, скатившись, упало перед кухонным окном. Ее брат как раз сидел за столом и ел бутерброд с ветчиной и сыром. Увидев сестру, он заулыбался с куском хлеба в зубах и помахал рукой. Диана
лишь презрительно сморщившись, показала средний палец. Возле окна было какое-то движение. Она увидела голубя со сломанным крылом. Он пытался убежать, но девочка быстро схватила его за крылья и подняла. Брат, увидев птицу, заулыбался еще больше и замахал рукой. Подзывая сестру к себе, девочка демонстративно взяла птицу за шею двумя пальцами. С силой дернула так, что тело отлетело, а маленькая птичья голова осталась в руке. И под громкий плач она поднесла оторванную голову ко рту, слезав с нее капающую кровь. Летом родители собрались к друзьям на целый день и оставили 15-летнюю Диану со своим 7-летним братом. Пока он носился вокруг бассейна, она лежала и загорала в шезлонге. Неожиданно ее обдало большим потоком холодной воды. Этот малый на очередном повороте поскользнулся и, ударившись головой об плитку, влетел в воду. Из-за разбитой головы вода в бассейне быстро начала менять цвет, становясь все больше красной. Пока ее брат умирал в воде, истекая кровью, Диана пошла на кухню, сделала себе апельсиновый фреш и только тогда позвонила в скорую, рассказав в слезах, как ее брат утонул, пока готовила поесть. На похоронах собралось много людей. Все высказывали соболезнования родителям, не поднимая глаз на Диану. Они все понимали, но предъявить ничего не могли. Родители перестали с ней общаться, только наказывали и ругали. Вечером Диана приготовила для них ужин: жареный цыпленок и рагу. Родители молча поели, даже не поблагодарив. Но что-то стало не так. Они начали чувствовать головокружение, а потом потеряли сознание. Девушка долго вынашивала план мести, пока не подсмотрела в одном из фильмов этот рецепт. Она привязала их к стульям напротив друг к другу и пошла к себе в комнату спать. Через несколько часов она спустилась вниз. Родители пришли в себя. Они озирались вокруг прищуренными злыми глазами. Диана поздоровалась, расставляя на столе перед ними ножи, топоры разных размеров. А теперь смотрите, как будет. Начала она разговор. Прежде чем я вас убью, вы меня выслушаете. Помните, сколько было сообщений о пропаже животных и страшных находках в парке? Это ваша дочь все сделала. Спасибо вам, что принесли мне маленького котенка, когда я была маленькая. Именно тогда я поняла, как приятно убивать. Малыша из торгового центра тоже я убила. Его голова находится в заброшенном магазине с остальными трофеями. С братом нехорошо получилось. Он сильно быстро умер. Я рассчитывала поиграть с его печенью и легкими. Но с вами я наиграюсь сполна. С этими словами Диана принялась срезать лицо с папы, а затем натянула его на маму, отрубив сначала кисти, затем отделив руки от папиных плеч, она все слаживала на стол. Маме она отрезала голову и положила на колени отца, а сама пошла в душ, вымылась и с диким плачем вызвала по телефону медиков и полицию, рассказав, что кто-то ворвался в их дом, а сама спряталась в чулане и стала дожидаться, пока ее найдут. Суд длился несколько месяцев, но ее так никто и не заподозрил. Все только жалели. Она продала большой дом и перебралась в маленькую квартиру в многоэтажке. Закончив краситься, Диана подошла к телевизору и, включив его, села на край дивана. Диктор в новостях рассказывал как раз о том, что 36 голов было найдено в старом заброшенном магазине возле пруда. Там находились не только мужские и женские головы, но еще и детские. Также были найдены вещи и нож.
отпечатки пальцев на котором принадлежат Диане, 87 года рождения. Оперативники отправились на ее задержание. Девушка выключила телевизор и громко вздохнула. Услышала бы она это раньше, то покинула бы квартиру и бежала бы в другой город. Но она не успела. Входная дверь в ее квартиру вылетела с грохотом, и у ее ног остановилась светошумовая граната.